Итак, перед вами обычный контакт, к которому укомплектовано большинство светодиодных лент, продающихся в магазинах. Его удобно применять, подключается напрямую к блоку питания. Вот. Но есть одна проблема. Качество сборки его очень низкое. И в какой-то момент на нем начинает падать очень большое напряжение на контактах, и он начинает греться. И у вас перестает работать светодиодная лента. Вы начинаете искать сгоревший светодиод, вы начинаете искать обрывы, а потом она сама берет и включается. Вот. И так будет происходить постоянно. Что делать? Убирать этот разъем и запаиваться напрямую. Перед вами обычный классический блок питания, который отработал лет 15. И работал бы дальше, если бы не одно обстоятельство. Знаете ли вы, уважаемые подписчики, для чего нужен предохранитель? Да, для того, чтобы предохранять устройство. А знаете, что бывает, если предохранитель не того номинала, или еще хуже, вместо предохранителя всунули кусок проволоки, так называемый жучок? Сейчас я вам покажу, к чему это приводит. Вот такая вот доработка была обнаружена на объекте. Где был установлен данный блок питания. Как вы можете видеть, из-за неправильного предохранителя произошло короткое замыкание первичной обмотки и ее сгорание с обугливанием каркаса и расплавлением. В данном случае трансформатор либо на перемотку, либо на выброс. И все было ничего, если бы на том объекте не оказалось два блока питания, в котором во втором было обнаружено точно такой же жучок. Вставка из медных проводов, и которая вызвала точно такое же замыкание первичной обмотки трансформатора.
соответствующими эффектами. Вот такая красота. Было вызвано оплавление корпуса, что могло привести к пожару. Двое из ларца одинаково с лица не выдержали из-за неправильно установленного предохранителя. Хорошо, что YouTube еще не передает запахи. Принесли мне в ремонт. Там перепаять микросхему. Та-дам! Красота!